Китайская компания JAC представила новый кроссовер S7, который станет флагманом в российской линейке. В Китае же эта модель продается под названием JAC X7. Производство среднеразмерного кроссовера для российского рынка осуществляется в Казахстане на заводе Сыроарка Автопром. Россиянам модель предложат в 5- и 7-местной конфигурациях с безальтернативным турбонаддувом и начальной ценой в 1 миллион 449 900 рублей. Новинка, за внешность которой отвечал бывший дизайнер Мазерати и Альфа-Ромео Даниэле Гальоне, кардинально отличается от других кроссоверов JAC, представленных на российском рынке. Она получила двухъярусную оптику с зауженными дневными ходовыми огнями, в которые встроены поворотники и решетку радиатора с тонкими вертикальными ламелями, напоминающими оформление решеток Мазерати. Среди других особенностей рельефный капот и растянувшиеся во всю ширину кормы фонари. JAC S7 — это одноклассник таких кроссоверов, как Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo 8. Длина модели составляет 4776 мм, ширина 1900 мм, высота 1760 мм, а размер колесной базы составляет 2750 мм. Дорожный просвет небольшой, всего 160 мм. Объем багажника с поднятыми сиденьями заднего ряда JAC не публикует, однако известен максимальный объем – 1358 литров. Размерность алюминиевых колесных дисков одинаковая для всех комплектаций и составляет 18 дюймов. На российском рынке JAC S7 предложен только с бензиновым турбомотором 1,5 литра 150 лошадиных сил 251 ньютон и шестиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Максимальная скорость кроссовера составит 160 км в час. На российский рынок JAC S7 выходит в 3 исполнениях – Basic, Comfort и Luxury. В 2 последних вариантах его можно заказать в 7-местной конфигурации, доплатив 60-70 тысяч рублей. Базовая комплектация Basic оснащена кондиционером, 2 задними датчиками парковки, медиасистемой с экраном диагональю 12,3 дюйма, камерой заднего вида, 2 аэрбэгами и 18-дюймовыми колесами. По умолчанию имеется 14 систем безопасности, в число которых входят системы экстренного торможения и мониторинга давления в шинах, помощники при трогании с места и при спуске, а также электронная защита от опрокидывания. В комплектации Comfort список дополнен климат-контролем, 2 боковыми подушками безопасности, полностью светодиодной оптикой, датчиком света и 2 дополнительными датчиками заднего парктроника. В топ-версии Luxury положен кожаный салон, в базе обивка тканевая, электрорегулировка передних кресел, водительское сиденье с функцией массажа, аудиосистема с 10 динамиками, обогрев зеркал заднего вида, 2 дополнительные шторки безопасности, люк, передний парктроник, камера кругового обзора и усиленная шумоизоляция центрального отсека. Цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма и 3 цветовыми схемами доступна только в топе. В продаже на российском рынке машины должны появиться уже в этом месяце. Как вам новый JAC S7 и его цены и комплектации? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.